Добрый день, с вами я, Сергей Гуд, команда Викинг Лайф и наша доблестная команда. А сегодня у нас, как всегда, новый квест, каждый день что-то новенькое. А сегодня у нас просто уборка территории. Нужно убрать возле дома, на территории дома, возле забора, сжечь листья. А сейчас у нас небольшой перерывчик, мы поработали, отдохнули. Надо съездить в город с бензином, бензин закончился, у меня дизельная машина. Вот бензопилу и мотоблок не подключить. А сейчас Аллочка нам просто приготовила чашечку горячего черного кофе. Натурального. С конфетами и бутербродами. Ну, Арсений, как всегда, уже здесь. Видите? Курсик. Уже нюхает уже. Это наша доблестная команда Викинг Лайф. Что ты орешь-то? У нас перерыв. Что ты так Кстати, а где шумишь? третий? А вот и третий пришел. Третий, между прочим, проводит охоту на бутерброды. Вот такая у нас дружная команда. Между прочим, ему никто ничего не просил. Вот так это он хочет тоже чашечку кофе. Скажи, мама. Скажи, мама. Молодец. Ну да, надо поощрять. Все. Вот такие дела. А у нас идет сбор веточек от спиленных деревьев по всему участку. И каждый вносит свою лепту. Вот Торса Валочка взял и стащил березовую веточку. Вот. А это была нужная веточка была, да, Урса? Вот Аллочке нужная была. А мы сейчас тут обрезаем, тоже делаем нужные и ненужные веточки для поделки. Это вот кизил, очень хорошие веточки. А там у нас пытается 2 костра зажечь, но что-то не получается от сырых веток и листьев. Костер гореть не хочет, даже бензином пришлось побрызгать. У нас субботник по уборке территории от листьев. У нас на входе в дом стоит очень большое дерево орех, которое дает очень много листьев. Нам их нужно убрать. Тащить на ту территорию далеко, поэтому мы их все за забора, там у нас маленькая куча для мусора будет. Немножко почистили возле заборчика нашего. Листьев здесь понападало. Ну и костерок сделали. Надо обрезать этот орех. Очень много веток от него, листьев много, орехов мало. Такой у нас сегодня субботник. Тяжело листья горят, мокрые. Тут дожди были, все промокло. Да ничего, с помощью бензинчика мы с этим делом справимся. Дым завеса в Молдаванке. Это немножко я постарался.
все в туман. Сиреневый туман у нас, молдаванки. А что это ты делаешь? Я все вижу. Все вижу. Ну-ка ногу опусти, огнетушитель свой. Помощник. Добрый день. Ну вот мы и дождались. Завтра первый день зимы, 1 декабря, а следовательно сегодня понедельник, 30 ноября. В сравнении со вчерашним днем, когда светило солнце, было тепло и безветренно, сегодня самый настоящий дубак, он же холод. И у нас наступил понедельник, а следовательно у нас опять какие-то деревенские заботы. Жить в деревне, как практика показала, да, это не поле перейти. И здесь должен быть и определенный навык, и определенные способности, и определенные желания. И я понимаю, что это нелегко. Ну, скажем так, все трудности мы проходим вместе с Арсением. Арсений, он постоянно рядышком, он не дает скучать и всегда контролирует, что вы будете делать. Ну а что нам делать? А сегодня я вам покажу один из моих сарайчиков, который я вам еще ни разу не показывал. Это место, где я буду хранить свои дрова, то, что я тут напилил на своем участке. Ну так, пришлось тут пару дней пилить, строгать. Вот, итак, идем в дровник. Сарайчик, дровник, он же бывший птичник, находится у меня в самом углу. Я здесь очень редко бываю. Вот так он выглядит. Здесь когда-то жили курочки. И была сделана отгородка для какого-то козла. Ну, я так думаю, что козочка здесь была. Вот это вот все дрова, которые я с весны напилил, когда была первая у меня волна рубки деревьев. Ну, сарайчик такой, знаете, из пеноблоков сделан. Или из фибоблоков, да. Используется стена второго сарая. Вот, ну честно скажу, что весьма-весьма он такой хиленький. И здесь небезопасно находиться. Что даже видите, как было сделано, что строители сделали так, что вот щель такая здесь. И балки, которые держат крышу, закрепленные на стене сарая, весьма сомнительной прочности. Поэтому я здесь, кроме дров, ничего не буду складировать. Отдельно лежат у меня сухие дрова, то, что от монтажа крыши остались. Вот. Ну, а это вот уже сухие, с весны напиленные дрова. Мы их регулярно используем, когда к нам приезжают гости. Мы делаем шашлык. Вот. И надеюсь, это тоже использовать для баньки или коптильня. Тоже есть такая идея у меня коптильня. А, он опять палочку утащил. Здесь у него склад. Он любит палочки. Вот взял, сейчас побежит закапывать ее куда-нибудь. Точно, все, побежал. Вот, так что моя задача сегодня перетаскать сюда все дрова, которые я напилил. Ну а складывать я их буду на противоположную сторону, чтобы отделить, скажем, сырые от сухих. Ну что, вперед за дровишками. Ну так как деревья у меня росли и были спилены на разных участках, на разных частях моего участка, у меня дровишки свалены по всему участку. Немножко здесь, немножко вот здесь. Еще, кстати, вот там у меня вообще черешня еще не распилена лежит. Ну и большая часть дровишек лежит здесь, конечно, в медвежьем углу. Здесь в основном слива и орешник. Там вот в углу у меня был орешник.
Хорошо, что птичник, он же сарайчик, куда я буду таскать, находится недалеко. А в этом нам поможет наша тачка двухколесная с одним прямым приводом в одну человеческую силу. Ну вот она, первая тачанка с дровишками, готова к отправлению в сарайчик. Это у нас слива. Слива едет в сарай. Пол в дровишке земляной. Вот. Ну, птичкам, наверное, это было нормально, но вот дрова складывать как-то не очень хорошо. Ну и кирпичей-то у меня хватает стареньких на участке, да. Вот. Надо пол выложить кирпичами. Это хотя бы как-нибудь спасет дрова от сырости. Да и вообще, наверное, удобнее будет, практичней. Да и мышей будет, наверное, меньше. Правильно, Арсений? Да, Орса уже здесь. О, проверка идет. Как хозяин положил кирпичи? Все ли здесь нормально? Да? Все хорошо? Тотальный контроль. Все, пошли за кирпичами, да? В отличие от города, в деревне любая мелочь может пригодиться в хозяйстве. Вначале я думал, куда мне девать эти камни и кирпичи? Что же вы думаете? Правильно, что не выбросил. Вот сейчас они мне понадобятся для того, чтобы уложить пол под дрова. Загружал я кирпичики в тачку для новоявленного сарайчика, для нашей мостовой. И решил заглянуть вот сюда. Это у нас труба и ревизия, окошечко. И оттуда выкатилось яичко. Вопрос, как оно туда попало? Алла говорит, может, курица залезла. Но у меня другие мысли. А вы что думаете? А я, между прочим, вспомнил вот эту кучу с кирпичиками. Это, оказывается, Аллочка аккуратно складывала. Ай да Аллочка, ай да молодец. А у меня в сарайчике будет пол из натурального камня. Почти керамогранит. Один из подписчиков, ну это не из России, написал, да у вас там 16 век. У вас туалет из дерева с открытым толчком сделан. Понимаете как, Россию умом не понять. Может быть, мы поэтому и непобедимы? Вопрос. Пока перебирал нашу кучу с камнями и кирпичами, вот оказывается у меня много натуральных камней, которые можно использовать в дизайне, там клумбу какую-нибудь сделать или еще какой-то ландшафтный дизайн. Вот, понабирал уже кирпичей полную тачку для мостовой в сарайчике. Вот, да и как-то кучка сама меньше становится. Все, что не сделаешь, все делаешь к полезному виду. Продолжаем. Ну, прошло еще как минимум полчаса. И все, сарайка. Так, ну, понятно уже, да? Самый первый проверяющий уже здесь. Вот, и площадь из старинного кирпича европейского производства, в кавычках, уже готова. Мне нравится. Во всяком случае, теперь не будут мокнуть деревья от земли. Аккуратненько можно будет ходить, пыли будет меньше подниматься. Вот, все, выходи, Орс. Все, пол готов, загружаем дровишки. Очередная партия дровишек прибыла. Я вот думаю, складывать мне их по сортам или можно в общую кучу. У меня есть отдельно сливовые, отдельно есть абрикосовые и есть еще и ореховые чурочки. Ну, будем класть так. Вниз самые тяжелые, а наверх полегче. Наступил такой момент, когда нужно уже смотреть за красотой внешнего вида нашего участка. И мы посовещались с Аллочкой и решили, что вот этих две сливы, которые у нас посажены за забором, урожай, который мы собирали и даже делали варенье, мы решили спилить. Причины две. Первая. Урожай нас не устраивает. Сливы маленькие, косточки большие, лазят очень далеко и они горчат. Вот, поэтому мы попробовали с них варенье, там еще что-то мы сделали. Не понравилось. Это раз. Второе, чтобы собрать эти сливы, нужно стремянку и лезть под самые провода. И третье, значит,
Это еще не последняя. От нее очень много порослей идет, которые даже уже выходят на дорогу. И самое последнее. Самое последнее. Какое было? Я уже забыла, Аллочка. Доставать поросль. Невкусно, горькая. Придумал. Мы здесь посадим что-то нужное, красивое, полезное, не такое большое. И еще вспомнил, они до проводов достают, чтобы в целях безопасности, чтобы провода не цеплялись за ветки этих слив. Вот, короче говоря, пилим сливы.